Здравствуйте. По традиции много говорили о барабанщиках неоднократно. Пора и бас-гитаристов вспомнить. Все-таки ритм-секция, по нашему мнению, барабаны и бас-гитара. То, что во многом и создает рок-музыку. Сегодня пойдет речь о, без преувеличения, выдающемся бас-гитаристе. Человеке, который исключительно славен именно своими музыкальными подвигами, а не посиделками, развратом, оргиями и всякими движениями. Но не без этого, но не в том объеме. Речь пойдет о Билли Шихане. Билл Шихан. Сразу немножко посвятим внимание фамилии, потому что Шихан фамилия ирландская, корни ее оттуда. Сам этот человек американец. Фамилии многие читают как Шин даже. Но мы воспользуемся общепринятым википедийным вариантом Билли Шихан. Будет Шихан. Значит, рожден наш герой был в 1953 году в городе Баффало, это штат Нью-Йорк, в семье среднего достатка. Ирландцы они. Ему многие говорили: вы похожи на индейца. Он говорит: нет, у меня нет индейских корней, исключительно ирландцы. Ирландцы люди музыкальные, вы знаете. Мы неоднократно говорили об ирландцах. Паренек с детства полюбил музыку. Естественно, год рождения указывает на то, что он любил рок-н-ролл, блюз, все то, что крутили по радио, в общем-то. Но он очень внимательно следил за успехами своего соседа, который осваивал бас-гитару, и он тоже решил осваивать бас-гитару. У него это очень здорово получалось. В 17 лет он уже крепко и хорошо играл. Образец бас-гитариста для него был Тим Богерт, о котором мы упоминали в ролике о кактусе. Был у нас такой ролик. Тим Богерт действительно выделялся всегда тем, что он помимо сугубо басовых партий иногда себе позволял некоторые вольницы в плане солирования на басу, особенно в ливовских концертах. Такой был заводной дядя. Так вот, Билли Шихан исключительно самоучка. Но самоучка такой, что, скажу, сейчас уже, по прошествии времен, он в известном вам музыкальном колледже, одним из лучших в Соединенных Штатах, в Беркли, устраивает мастер-классы для студентов. С удовольствием к нему ходят. И немножко наперед скажу, он ездил и по многим странам бывшего Советского Союза. Он с удовольствием проводит мастер-классы. Он является представителем, эндорсером бас-гитары Yamaha. Он ее очень пропагандирует. Это крутой инструмент. У него четырехструнная Yamaha. Владеет он всеми стилями игры. И трехпальцевым своим знаменитым, и тейпингом, и всем остальным. Но это те нюансы, на которые прежде всего обращают внимание музыканты. Ну и вы, если посмотрите его выступления, мы сейчас об этом поговорим, сами осознаете то, что человек это действительно виртуоз. Он себе очень многое может позволить. Так вот, естественно, юношеское увлечение у большинства не переходит в профессиональные занятия, но это не тот случай. Билли Шихан в 1972 году создал трио Талес, которое, в общем-то, наделало в свое время шороху, но из-за недостаточного менеджмента никак не могла прыгнуть в Суперлигу. Всегда были где-то там на вторых, на третьих ролях, но Америка о них знала. И в свое время у них даже был тур в конце 70-х с группой Ван Хейлен, где на Билли Шихана обратил внимание Дэвид Ли Рот, вокалист группы Ван Хейлен. Но обратил не случайно, потому что был в группе очень серьезный напряг. И Дэвид Ли Рот подозревал, что скоро его из группы турнут. Так и получилось.
В отместку он задался жесткой задачей мести, Дэвид Ли Рот. Создать такую группу, которая бы переплюнула Ван Хелен. Но вы понимаете, задача эта очень тяжелая. Ван Хелен вместо Дэвида Ли Рота пришел Сэмми Хаггар. У нас был о нем ролик. Народ говорит, хороший. Так вот, а Дэвид Ли Рот начал думать о супергруппе. И он ее создал. Взял супергитариста, виртуоза Стива Вая, который играл даже у Фрэнка Заппы. Бас-гитаристом взял нашего героя Билли Шихена. И на барабаны усадил Грега Бизонетта, тоже с академической школы игры, классный барабанщик. И вот такой состав должен был переплюнуть Ван Хелен. Я вам скажу, что их дебютная пластинка, которая вышла в 1986 году, Eat and Smile, она, в общем-то, очень хороша. Начиная от стандарта Tobacco Road, там еще другие есть боевики, которые, в общем-то, слушаются на ура. Вот вчера переслушал, ну, конечно, и Билли Шихан умудряется там свои, знаете, басовые вкрапления вставлять. Красота. Альбом шикарный. Конечно, до продаж Ван Хелена не дотянул, но нос утер Дэвид Ли Рот со своей компашкой. К сожалению, характер у Дэвида Ли Рота тяжелый. Это исключительный лидер, где-то даже самодур, который может вмиг разогнать любой состав. Но Билли Шихан там пообтерся еще год-другой и уже подумал о том, что он видит себе другие задачи, а не пасти задних у Дэвида Ли Рота. Он подумал о создании собственной супергруппы. Но дело осталось за малым, набрать коллектив. Бас-гитарист был уже готовый, его величество Билли Шихан. Вокалистом, значит, взял талантливого паренька Эрика Джонсона. На роль гитариста подошел виртуоз молодой Пол Гилберт. Иногда его еще называют Джилберт, но мы будем Пол Гилберт. И вот с этим составом, и барабанщик Пол Тэппин, да. И вот с этим составом они выпустили дебютную пластинку, которая тут же прогремела по всей Америке. Но особенно был хорош второй альбом, третий, четвертый. Вот эта группа по нарастающей шла. Сам Шихан выделяет альбом 91 года. Говорит, что там как раз все вектора у нас совпали. И мы выдали очень качественный роковый продукт. Но я вам скажу, что у этого человека не бывает некачественных продуктов. Все, что он делает, это со знаком качества. В 1998 году он решил играть немного другую музыку, потому что хард-рок мелодичный ему играть уже, наверное, надоело. Хотя он говорит, что хард-рок готов играть всегда. И он создал проект джаз-роковый, даже фьюжн проект, Ниацин называется. Где был барабанщиком классный джазовый барабанщик Деннис Чемберс, а клавишником Дон Новелло. И вот такое трио, иногда с приглашенными гитаристами, выпускало и выпускает очень качественный продукт. Советую вам обратить внимание на альбом Ниацина 2000 года, который называется Deep. Там на одной вещи, а именно Things Ain't Like They Used To, спел Глен Хьюз, о котором у нас тоже был ролик. Я считаю, эта баллада одна из лучших Хьюза, она просто не очень раскрученная. Ну, послушайте. Поэтому, ну, очень рекомендуем. Здесь, понимаете, вот в чем дело, что вот именно Шихан, несмотря на свой звездный статус, постоянно говорит, что он сторонник исключительного развития, постоянного развития. Он даже до сих пор, уже имея возможность вообще не работать над бас-гитарой, постоянно упражняется, начиная от классических композиций и кончая джазовыми. Я не говорю уже о промежуточных роковых. То есть этот человек всегда говорит о том, что главное в моем движении это труд. Исключительно труд, труд и труд. И вот
значит, после проекта «Неоцин» и «Охлаждение к Мистер Бигу» Мистер Биг снова собрался в 2010 году. Эта группа выдала классный альбом, который прошел по всем хит-парадам, музыка очень качественная. Мистер Биг много гастролирует. Советую вам посмотреть концерты из токийского зала Будокан. Так и называется Мистер Биг Live in Budokan. Они даже есть с разного периода времени. То есть вы можете отследить их развитие. Сегодня наш герой участвует параллельно в нескольких классных проектах. Рекомендуем вам послушать блюз-роковый проект Winery Dogs, где гитаристом Ричи Котсен, а барабанщик Майк Портной. Шедевральная группа. И активно продвигается группа сейчас Sons of Apollo, на концерт, который мы должны были в Киеве попасть 5 марта, но, к сожалению, пандемия этот концерт отменила. Это вообще группа, супергруппа, барабанщик Майк Портной, бас-гитарист Билли Шихан, вокалист Джефф Сото, клавишник Дерек Шериньян, это из Dream Theater, ну там имена вообще, и гитарист Рон Бамблфут Таль, который, среди прочего, еще играл и в Guns N' Roses в свое время. То есть там состав просто бомбический, просто. И вот поэтому, вы понимаете, чем он интересен еще, Билли Шихан. Вы можете себе подобрать композиции, которые отвечают вашему темпераменту, вашим эмоциям и вашему восприятию музыки. То есть это не однобокий человек. Мы таких называем многовекторные. У него много векторов. И это делает его очень интересным. Еще есть такой один момент, когда на вопрос, что вы любите больше всего, Билли Шихан отвечает философию. И это, в общем-то, не пустые слова, потому что он известный чтец, помимо прочего, времени хватает, любит поумничать в меру и по делу, и поэтому, в общем-то, является для многих образцом поведения. Единственное, есть момент неприятия у многих, что он саентолог, по вере, поклонник учения Рона Хамбарта. Но саентологи, они очень, в общем-то, люди специфические. Из известных саентологов назову вам актера Тома Круза. Он тоже состоит в церкви саентологии. Но это отдельная тема разговора. Мы сейчас делаем упор, что классный музыкант. Слушайте Билли Шихана с удовольствием. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго.